Наш мир – шедевр инженерного творчества. Он возник благодаря труду миллионов безымянных инженеров. Инновационный полет мыслей и техническое мастерство инженеров привели к созданию невероятного множества предметов, конструкций, систем и технологий. Механизмы окружают нас каждый день и дают нам возможность жить в мире прогресса и пользоваться его благами. Как поэт соединяет ранее известные слова в новое поэтическое произведение, так и инженер собирает компоненты предыдущих технических достижений и научных открытий в новое инженерное произведение и достигает неизмеримо большего результата, чем сумма его составляющих элементов. Однако управление этим миром находится в руках не инженеров, его создавших, а в руках стремящихся к личному обогащению банкиров, бизнесменов, чиновников. Они ошибочно полагают, что деньги спасут их, когда Земля будет находиться на грани гибели. Инженерный и технологический прогресс играет решающую роль в обеспечении человечеству доминирующих позиций среди прочих видов живых существ на нашей планете. Благодаря электричеству, технологиям и индустриальному производству мы поддерживаем современный образ жизни. Отсутствие привычных инженерных достижений, электрической энергии, транспорта, связи, строительной индустрии, механизированного сельского хозяйства быстро приведет человечество к первобытному состоянию. Ведь без этих цивилизационных инженерных достижений политика, искусство, наука, религия, государство, социум и все другие формы общественной и духовной жизни были бы невозможны. Наша цивилизация отличается от других земных цивилизаций своей технократической общественной системой, находящейся в настоящее время на индустриальной стадии развития. Ее существование основано на науке и технике, а также на формировании урбанизированной среды, индустриальной техносферы. По своей площади и объему техносфера занимает на планете ту же самую нишу, что и живая биосфера. Сегодня эта искусственная среда существует по антагонистическим антибиосферным принципам. По таким же принципам действуют и раковые клетки в живом организме. Они бурно развиваются за счет подавления и уничтожения здоровых клеток. И здесь возможны только два сценария. Либо иммунная система организма уничтожает рак, либо рак побеждает организм и вместе с ним гибнет. Кардинальный выход из сложившейся ситуации только один. Необходимо предоставить индустриальной техносфере экологическую нишу вне биосферы. На Земле ее нет, но она есть в ближнем космосе. Там для большинства технологических процессов имеются идеальные условия. Невесомость и вакуум, сверхвысокие криогенные температуры, неограниченные сырьевые, энергетические и пространственные ресурсы. Поэтому вынос промышленных производств в космос не только решает проблему дальнейшего развития нашей технократической цивилизации, базирующейся на инженерных достижениях, но и открывает перед инженерией совершенно новые просторы. Определяющую роль
в индустриальном освоении космоса играет геокосмический грузопоток. Чтобы решить нерешаемую в пределах планеты проблему антагонизма техносферы и биосферы, требуется наладить производство в космосе и транспортировку достаточного количества полученной продукции обратно на Землю, к человечеству, продолжающему жить на родной планете, которую очистили от вредной промышленности и превратили в сад. Ключевую роль в этой миссии должен сыграть именно геокосмический транспорт. Широко применяемые в 21 веке ракеты категорически не подходят в качестве геокосмического транспорта. У ракет-носителей низкая эффективность, и они чрезвычайно опасны для земной экологии. Если учесть все полетные и предполетные затраты и потери энергии, то КПД ракеты менее 1%. Это на порядок хуже, чем у архаичного паровоза. Уже давно подсчитано, всего 80 запусков в год тяжелых ракет типа Space Shuttle способны полностью уничтожить озоновый слой нашей планеты. Да, сегодня предлагаются различные альтернативы ракетам. Например, космический лифт, космический трамвай, электромагнитный ускоритель. Но только общепланетарное транспортное средство ОТС наиболее соответствует требованиям, предъявляемым промышленному геокосмическому транспорту. За один рейс ОТС способна доставить на орбиту порядка 10 миллионов тонн груза и 10 миллионов пассажиров. За год этот общепланетарный летательный аппарат сможет выходить в ближний космос до 100 раз. Воплощение такого инженерного решения, как ОТС, снизит себестоимость геокосмических перевозок более чем 1000 раз, до $1000 за 1 тонну груза и даже значительно ниже, если грузопоток из космоса на планету превысит обратный грузопоток за счет рекуперации его потенциальной и кинетической энергии. Экологически чистый самонесущий геокосмический летательный аппарат, работающий исключительно на электрической энергии, действительно позволит осуществить индустриализацию ближнего космоса. Практически все инженерные решения ОТС широко известны, опробированы на практике и реализованы в настоящее время в промышленности. Проект многократно исследован и проверен расчетными методами. Он технически и экономически обоснован. Для реализации ОТС достаточно возможностей и средств даже одной страны, например, такой, как Россия, Китай или США. Срок осуществления программы безракетного освоения космоса составит порядка 20-25 лет с учетом социально-политических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Такой глобальный геокосмический проект общими целями и задачами объединит вокруг себя все развитые страны мира, влечет их к реализации программы, призванной спасти земную человеческую цивилизацию от деградации, угасания и гибели на ограниченной по размерам и ресурсам планете Земля. Количество проживающих на Земле уже превысило 8 миллиардов человек. Происходит ускоренная урбанизация. Городские агломерации сливаются в мегаполисы с населением более 10 миллионов жителей. В мире уже существует 33 таких мегагорода, включая 6 городов с населением более 20 миллионов человек. Появляется новый тип человека – человек-технопотребитель. По сути, человек асфальта и смартфона, у которого атрофирована связь с живой природой, породившей и вырастившей его. Образ жизни человечества в 21 веке, вызывающий деградацию и уничтожение окружающей среды, является корнем всех прошлых и будущих глобальных потрясений. Войны и экономические проблемы XX века возникли из-за чрезмерной скученности людей и неутолимого желания мировых элит иметь и потреблять как можно больше. Это приводит к усугублению борьбы за ограниченные планетарные ресурсы и сферы влияния. Суть развития нашей цивилизации заключается в установлении порядка,
который может существовать параллельно или в дополнение к природной системе. В перспективе возможно развитие 3 сценариев. Первый сценарий предполагает глобальное подавление живой природы планеты и замещение ее искусственными формами жизни, созданными инженерами. Второй сценарий – это отказ от цивилизационного или технологического пути и возврат к первобытной дикости, сопровождающийся торжеством основной части живой природы. Третий сценарий предполагает достижение баланса между живой природой, инженерными технологиями и индустрией. Однако это возможно лишь при условии разграничения техносферы и биосферы, которая в настоящее время занимает на планете одну и ту же пространственную нишу. Необходимо отказаться от предложения существования в формате цивилизации, которая заменяет все живое мертвым. Наша технократическая цивилизация, созданная тысячами поколений инженеров, начиная от первого рукотворного костра, должна стать по-настоящему инженерной. Тогда управлять миром будет не техника, не деньги, не жажда наживы, а живое и главное в человеке начало – разум. Мир контролируется техникой, которую изобретают и обслуживают люди. Но сегодня эта техника убивает все живое, включая тех, кто служит ей. Кто может изменить ситуацию? Только те, кто умеет управлять техникой, проектировать и оптимизировать ее. Только инженеры, создавшие человеческую цивилизацию, ту, которую мы знаем и частью которой являемся, могут спасти наш мир. В то же время инженеры как будто живут в собственном мире, оторванном от действительности. Ими движут идеи, вокруг которых объединяются энтузиасты. Бывает, что инженеры, изначально малозаметные и неимущие, стоят у истоков целых отраслей. Но почти всегда инженеры уходят в тень. Государство и власть во все времена стремилось поставить этих уникальных людей себе на службу, чтобы обеспечить преимущество в конкурентной гонке за первенство среди других держав. Не особо вдаваясь в суть, исследуя глубину инженерных изысканий, властвующие в основном интересовались практическим значением открытий и изобретений. Ситуация, когда инженер, являющийся технологическим творцом, рассматривается только как обслуживающий персонал властных элит, может привести к серьезным последствиям как для инженеров, так и для общества в целом. В этом случае ответственность за принимаемые решения и действия, например, создание ядерного и термоядерного оружия или смертельных вирусов и пандемий, смещается в неопределенную и непрозрачную сферу, что имеет разрушительный цивилизационный эффект. Например, изобретенное инженером оружие может быть использовано как для защиты Родины, так и для убийства невинных людей. Возникает моральная дилемма. В фильме «Терминатор 2» есть сцена. Обычный американский инженер за работой, в богатом доме, с женой и ребенком. Он окружен прекрасным бытом, у него хорошее образование и карьера. Он получает большую зарплату, но, сам того не зная, разрабатывает чип для машины, которая уничтожит человечество. Он спит. Что может пробудить его? Только бедствие. И это глобальное бедствие неукротимо надвигается на нас. Это же мы видим и сегодня. И если не проснуться сейчас, то ситуация дойдет до непоправимого. Инженерия – воплощение разума и рациональности. Если инженерия займет центральное место в обществе, приравниваясь по значимости таким ценностям, как равноправие, демократия, суверенитет и качество жизни, то эти ценности станут не просто ориентирами, а реальностью. Сегодня инженерия уже является неотъемлемой частью нашей жизни, объединяющей все ее аспекты. Фактически, инженеры уже оказывают существенное влияние на мир. В их руках находятся ключевые ресурсы и инструменты. И люди все больше осознают это. Они понимают, что настало время изменить эту ситуацию и установить диктатуру инженерии. Власть инженеров не должна осуществляться напрямую и принадлежать какой бы то ни было группе людей. Власть станет всеобщим целеполаганием, которое сформировано по инженерным правилам, требующим конкретики и эффективности.
Инженеры продолжат служить своим машинам, чтобы машины служили всем людям, не нанося ущерб живой природе. А остальные машины будут служить инженерам, обеспечивая их потребности и возможность реализации их замыслов. Только так можно достичь гармонии между машинами и людьми, нарушив сложившуюся историческую систему. Как должен быть устроен мир, где ценность инженерии признана? Что произойдет, например, с банками и корпорациями? Очевидно, они останутся, но их роль изменится. Они подчинятся общественным потребностям и целям. Политики и банкиры начнут просто выполнять свои функции, как специалисты других профессий. Такое переформатирование нашей технологической цивилизации, созданной инженерами, должно произойти эволюционно, без потрясений и революций. Десятки программ, направленных на трансформацию основных отраслей экономики, таких как сельскохозяйство, энергетика, жилая, промышленная инфраструктура, а также транспорт, могут задать новые алгоритмы политического и экономического взаимодействия. Эти программы могут быть внедрены инженерами через сообщества и компьютерные продукты. Человечество имеет подобный опыт. Например, такие электронные сервисы, как Google или Facebook, которые за короткий срок уже изменили реальность. Однако главная проблема этих сервисов заключается в том, что они служат ценностям капиталистической системы и были созданы для обогащения и потребления. Новые продукты должны быть созидательными и связанными с глобальными инженерными проектами. Признание инженерии как одной из высших ценностей может начаться и с одной конкретной страны. Например, одно из государств добровольно, при поддержке своих граждан, начинает последовательно реализовывать комплексную программу по разумному инженерному переустройству транспортной инфраструктуры, урбанистики, энергетики и сельскохозяйства на уже существующие биосферные технологии. Все они разработаны и опробированы международной группой компаний Юницкого, в которой сегодня работает более 1000 инженеров. При использовании биосферных технологий это государство в исторически короткие сроки в разы поднимет свою экономику и станет мировым лидером в создании и внедрении высокоэффективных и экологичных цивилизационных продуктов. С инженерной точки зрения нет ничего невозможного, если только это вписывается в границы физических закономерностей. На Земле более чем достаточно ресурсов для процветания 10-миллиардного человечества. Необходимо только разумно, инженерно оценить их и грамотно воспользоваться ими. Инженеры могли бы начать изменения с переустройства 4 ключевых отраслей – транспорта, урбанистики, энергетики и сельскохозяйства. Главной задачей должно стать обеспечение экологической, сырьевой, продуктовой, энергетической, транспортной, инфраструктурной, демографической, нравственной и социальной безопасности. Проекты должны обладать необходимым потенциалом, при этом быть реализуемыми и эффективными, направленным на глубинное реформирование цивилизации и ее введение в эпоху техносфера 2.0. Какой может стать новая инженерная цивилизация и на каких технологиях возможно ее основание? Транспорт в 21 веке стал одним из главных источников экологического загрязнения планеты. При этом скорости перемещения остаются ограниченными из-за технического несовершенства повсеместно распространенных транспортных систем. На планете оказались закатанными в асфальт и похороненными под шпалами земли, общая площадь которых превысила территорию Великобритании в 5 раз. Почвы, прилегающие к дорогам на территории в 10 раз больше, деградированы. Они загрязнены отходами сгоревшего топлива, износа шин и асфальта, промышленными выбросами нефтеперерабатывающих и химических производств, а также антиобледенительными солями с множеством канцерогенов. Обочины превратились в кладбище старых автомобилей, шин и прочего мусора.
Оптимизация глобальной транспортной отрасли является критически важной задачей, которую можно решить только с помощью инновационных инженерных решений. Инженерам необходимо не столько усовершенствовать устаревший традиционный транспорт, сколько создать идеальную транспортно-инфраструктурную отрасль по экологичности, энергоэффективности и безопасности. Первое основное требование к оптимальному транспорту – это способность быстро, комфортно, безопасно и экономически выгодно перевозить большое количество пассажиров и грузов, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду. Именно такого результата можно достичь благодаря инженерной оптимизации. Основными компонентами идеальной надземной транспортной системы UST станут предварительно напряженная рельсо-струнная эстакада и беспилотные рельсовые электромобили на стальных колесах, получившие название Юнимобиль. Юнимобили имеют высокую аэродинамическую эффективность, оснащен противосходной системой и индивидуальной системой безопасности, управления, энергопитания и связи. При создании сети эстакадных предварительно напряженных дорог их рельсострунная путевая структура будет размещена на втором уровне. Поэтому точный объем земных работ снизится на 2 порядка по сравнению с прокладкой аналогичных дорог в земной насыпи. Экономия на сети дорог UST протяженностью порядка 20 миллионов километров, которые будут построены на планете в 21 веке, составит более триллиона тонн грунта. Его не придется привозить из карьеров за десятки километров, как и не нужно будет копать сами карьеры. Следовательно, природному ландшафту и биогеоценозу не будет нанесен значительный ущерб и не потребуется рекультивация земель, как в зоне строительства, так и в грунтовых и песчаных карьерах. Не нужны будут карьеры для добычи руды и камня, так как экономия металла, бетона и асфальтобетона на сети дорог второго уровня составит в сравнении с традиционными транспортными решениями сотни миллиардов тонн. На скоростях до 150 км в час юнимобили способны осуществлять комфортную и безопасную перевозку пассажиров и грузов в городах и пригородах, в местах со сложным рельефом и экстремальными климатическими условиями. Пассажирский и подвижной состав UST может перевозить до 50 тысяч человек в час. Грузовой – до 100 миллионов тонн грузов в год. Управление транспортом обеспечивает автоматизированная система, что исключает человеческий фактор, снижает до минимума риски аварийности и позволяет выполнять бесперебойную круглосуточную эксплуатацию транспортно-инфраструктурных комплексов в любых природно-климатических условиях, имеющихся на планете, от тропиков до Арктики. Сегодня планировка городов и логистика в них, а также здания и сооружения не отвечают условиям безопасного, устойчивого и комфортного проживания. Альтернативой мегаполисам 21 века станут линейные города, гармонично вписанные в окружающую среду любой природно-климатической зоны на планете. Линейный город будет выполнен в форме пешеходных кластеров, соединенных друг с другом городским воздушным метро, рельсо-струнным транспортом UST. Через линейный город или параллельно ему пройдет транспортно-коммуникационный коридор, высокоскоростные воздушные трассы, скорость до 500 км в час и гиперскоростные трассы, скорость более 1000 км в час, размещенные в тоннелях. Линейные города займутся уж условно, так как на крышах всех зданий и сооружений, в теплицах и оранжереях будут расти сады. В результате будут созданы природные биогеоценозы и биосферные экосистемы, даже на месте пустынь и вечной мерзлоты.
Кластер площадью 1,2 квадратных километра планируется выполнить как пешеходное поселение городского типа. В нем будут комфортно проживать от 2-3 тысяч до 7-10 тысяч жителей. Кластер при незначительных изменениях может быть возведен и на шельфе моря или в открытом море. Жилая зона будет разбита на кварталы, разделенные лесопарковой полосой. Здесь расположатся места общего пользования для жителей кластера и гостей, зоны досуга и спорта, общественные здания и сооружения, медицинский пункт, магазины, кафе, мастерские, детский сад, школа и другое. В центре кластера может быть размещено здание доминанта с пассажирской станцией на одном из этажей или на крыше в пределах пешей доступности. По центру лесопарковой полосы на высоте более 10 метров пройдет рельсострунная путевая структура, которая при той же производительности будет дешевле традиционного подземного метро минимум в 10 раз. Жилые дома будут объединены в единую архитектурно-функциональную систему. Многоквартирный горизонтальный небоскреб, то есть высотный дом, лежащий на боку. Размеры небоскреба, в том числе его длина, могут варьироваться в достаточно широком диапазоне от 100 метров до 1 километра. Каждый дом жилой площадью 100, 200 и более квадратных метров рассчитан на среднюю семью из 5 человек. Такие дома могут быть как одноэтажными, так и многоэтажными. Каждый кластер – самодостаточное поселение городского типа, хотя по организации проживания скорее относится к сельским поселениям. Он будет обеспечен всем необходимым собственного производства – едой, водой, энергией, транспортом, а также различными услугами. Это гарантирует продовольственную, энергетическую, экологическую, транспортную, инфраструктурную, демографическую, социальную и иную безопасность линейного города даже в условиях пандемий и локдаунов, других природных и рукотворных стихийных бедствий. Оптимизация городской планировки и застройки, а также зданий, сооружений и инфраструктуры обеспечит снижение стоимости жилья и проживания в линейном городе в 2-3 раза по сравнению с традиционной городской застройкой. В то же самое время будет повышено качество жилой среды и уровень жизни горожан. Энергия, запасенная в бурых углях и горючих сланцах, это реликтовая солнечная энергия, полученная от светила живыми организмами, проживавшими на планете 100-450 миллионов лет назад. Следовательно, горючие сланцы и бурые угли могут быть использованы не столько для генерации электрической и тепловой энергии, сколько для получения реликтового живого гумуса, основа плодородия любых почв. Такой биогумус будет иметь тот же химический состав, что и древнее дерево, взявшее из реликтовой почвы все необходимое для жизни. Макро, микро и ультрамикроэлементы. Практически всю таблицу Менделеева. Можно сжигать горючие ископаемые не полностью, а, например, только 2/3. Затем отходы сгорания, золу, шлак, шлам, пыль, дымовые газы смешивать с несожженной 1/3 сланцев или бурых углей с добавлением любого сырья органического происхождения – травы, навоза, бытовых органических отходов, в том числе канализационных стоков. Получена многокомпонентная смесь, в которой присутствует как органическое, так и минеральное сырье, окончательно перерабатываться в живой плодородный гумус в биореакторах с помощью специально подобранных аэробных и анаэробных почвенных микроорганизмов, взятых из мирового кластера плодородных почв, создано в Белоруссии на территории крестьянского фермерского хозяйства ЮНЕСКО. Полученный реликтовый биогумус можно вносить в почву от 2%. При таком его содержании даже песок пустыни станет плодородным. То есть вокруг электростанции возможно создать высокоплодородную почву, на ней можно посадить сады. Таким образом, побочным отходом работы реликтовых солнечных биоэлектростанций станет виноград, яблоки и другая сельскохозяйственная продукция. Избыточное тепло электростанции можно отдать в теплицы, а в жарких странах, преобразовав холод, использовать для охлаждения оранжерей. Углекислый газ не будет выброшен в атмосферу,
Его направят в теплицы и оранжереи, где углерод будет утилизирован растениями в пищевые углеводы, белки, жиры и витамины. Растения в этих теплицах будут не только поглощать атмосферный СО2 и производить продукты питания, но и дополнительно вырабатывать кислород, необходимый для дыхания живущих рядом людей. В качестве сырья для получения химической продукции на биоэлектростанциях можно использовать не только угли, сланцы, но и продукты горения. Такие технологии в 21 веке уже давно созданы. При этом, чем ниже энергетическая ценность используемых углей и сланцев, то есть чем выше будет их зольность, тем эффективнее и продуктивнее они станут с позиции производства на биоэлектростанциях плодородного гумуса и самых разнообразных химических элементов, продуктов и веществ. Значит, работающие на бурых углях и горючих сланцах реликтовые солнечные биоэлектростанции обеспечат будущие потребности земного человечества на тысячелетия вперед. Их суммарные запасы на Земле превышают 500 триллионов тонн. По технологии реликтовой солнечной биоэнергетики можно производить из тонны бурого угля более 1,5 тонн гумуса. Тонна гумуса позволит вырастить примерно тонну органической пищи. Поэтому ежегодная добыча порядка 10 миллиардов тонн бурого угля и горючих сланцев, что примерно равно их добыче в настоящее время, не только обеспечит энергией порядка 10 миллиардов человек, но и даст возможность накормить их здоровой и полезной пищей. Более того, это позволит остановить опустынивание планеты и ежегодно поднимать продуктивность пустынных почв до уровня чернозема на территории более 30 миллионов гектаров, что превышает площадь большинства европейских стран. Если каждый год вкладывать $1 триллион США в развитие мировой реликтовой и пищевой солнечной биоэнергетики, примерно столько же, сколько сейчас тратится на добычу и переработку нефти, то это обеспечит энергией все человечество. Более того, такие инвестиции позволят ежегодно озеленять более 300 тысяч квадратных километров земли, что, например, соответствует площади Вьетнама. Биосферная энергетика увеличит общую биомассу растений на планете, ведь они займут территорию пустынь. Это не только позволит утилизировать антропогенный СО2 и обеспечит дополнительное производство органической пищи для людей и животных, но и увеличит производство кислорода в биосфере. Настоящий прогресс техногенной цивилизации должен заключаться не столько в развитии индустриальных достижений, сколько в прогрессе человечности в людях. Настало время построить цивилизацию, состоящую не столько из умных технопотребителей, сколько из социально разумных людей. Для этого человечеству необходимо научиться создавать наряду с техническими и социальные изобретения. Техногенная цивилизация должна смениться инженерной цивилизацией. Если люди перейдут из экономической системы координат, из общества потребления в социальную систему координат, стимулирующую развитие их человеческих качеств и разума, то наша цивилизация, осознав себя как инженерная, будет развиваться намного быстрее, увереннее и устойчивее. Критерием эффективности и уровня цивилизованности социума, а также отдельно взятого человека, будет не прибыль, а общественная польза. Это сделает технопотребительское человечество инженерным и социотехнократическим. Труд станет не средством выживания человека в обществе, а основным элементом созидания и творчества. Такой курс развития способен привести мировое сообщество в течение 21 века к гармонии и процветанию во всех сферах жизнедеятельности, без сокращения численности мирового населения и без деиндустриализации мировой экономики. Начать такую цивилизационную перезагрузку нужно с конкретных шагов. Со строительства первых проектов по принципиально новой общепланетарной экоинфраструктуре. Это транспорт второго уровня, линейные эко-города и реликтовые солнечные эко-биоэлектростанции. Близость к Земле в линейном городе позволит человеку вернуться к своим истокам, живой природе, частью которой он является и от которой оказался оторван, уверовав в идола научно-технического прогресса.
Кроме того, важен образ жизни, обеспечивающий телесный и духовный контакт человека с природой, его родившей. Все это достижимо при организации расселения в летних городах, где станет возможным. Каждый день ходить босиком по целебной утренней росе и встречаться с петухами рассвета. Не опасаться за жизнь своих детей, играющих на траве, а не на асфальте. Питаться только природной органической пищей. Дышать полной грудью чистым живительным воздухом. Пить живую родниковую воду. Общаться с живой природой. В своем доме или рядом с ним, в своем или соседнем кластере иметь любимое дело. Поэтому не будет необходимости ежедневно тратить часы драгоценного свободного времени на некомфортный, небезопасный и не бесплатный транспорт, чтобы добраться до работы и вернуться домой. Каждый житель сможет получить в линейном городе свою главную жизненную профессию – счастливый человек, создав в себе самые большие человеческие ценности – здоровье, долголетие и богатство души. В 21 веке человечество возлагает надежду на мышление, которое будет руководствоваться нравственными правилами, и на инженерию, которая должна спасти цивилизацию от исчезновения или возвращения к первобытному варварству. Потому что наш цивилизационный мир создали именно инженеры. И только инженеры могут поддержать и сохранить этот мир.